Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. С кем же будет роман? С новой или бывшей? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь, да? И кто же к нам сегодня пришел на расклад? Ох, какой вы серьезный, вы довольно такой серьезный мужчина, даже я сказала бы в чем-то строгий. Ну, смотрите, и снова вы выпадаете императором, это уже даже, ну, реально мистика какая-то, да, вот кто смотрит мои расклады, ну, практически в каждом раскладе вы император. Вы мужчина, который любит стабильность, который довольно серьезный в своих каких-то помыслах, серьезный в своих целях, да, в достижении цели. Вы, если ставите какую-то цель перед собой, вы не успокоитесь, пока вы ее не достигнете. Вы любите пунктуальность, вы любите постоянство. Это касается абсолютно всех сфер жизни. Вы терпеть не можете вранья, лицемерия. Измена, так это вообще трэш. Если бы вам по жизни, ну, у кого вот встречалась женщина, с которой вы были, а потом узнавали, допустим, что она изменила, вы с такой женщиной прощаетесь, не раздумывая, как бы сильно вы ее не любили. Причем в вашей жизни была вот по башне, у вас падает, у вас была очень некрасивая история, как раз связано и с той же изменой, да, вот с расставанием. Вы это все прошли, вы это все, как говорится, ну, испытали, на своих плечах вытащили эту очень, очень непростую ситуацию. Вы очень ревнивый человек. Напишите в комментариях, ревнивый вы или нет. Даже я бы сказала, что вы любите командовать, между прочим. Но это как командовать? Я не имею в виду там диктатор, нет, ни в коем случае. Но вы любите, когда вас, во-первых, уважают, прислушиваются к вашему мнению, даже, может быть, спрашивают вашего совета. Вот вы чувствуете себя всегда как хозяин. По крайней мере, вам всегда этого хотелось. Вы человек, который старается по жизни вообще взваливать на себя как можно больше проблем, просто чтобы вашим близким было легче. Вот вы готовы тянуть на себе все, чтобы вашей женщине, допустим, да, вот когда она было легче, чтобы вашим, может быть, родителям, там, братьям, сестрам, еще кому-то, да, вот было легче. Вы готовы помогать. Да, вы можете даже быть грозный такой с виду, тоже может это проиграться. Люди, между прочим, могут побаиваться вас, потому что, да, вы добрый внутри, но вы грозный, ну, внешне, да, вот выражение лица такое грозное, да, ну, то есть серьезный мужчина, но он априори не может быть такой какой-то, я не знаю, ну, размазнёй, да, вот внешне. Естественно, вы будете и внешне такой серьезный, потому что вы по жизни такой. Но это не говорит о том, что вы там какой-то тиран и деспот, ни в коем случае. Но ведь всем окружающим ведь не будешь доказывать, да, ну разве что табличку у себя на груди повесите и напишите, что я белый и пушистый, не нужно меня бояться, да. Денежки у вас водятся, у вас деньги есть, причем вы как легко умеете их зарабатывать и легко умеете тратить. Причем вы такой, ну, не транжира абсолютно. Деньги для вас это, как, знаете, это не самоцель даже, это как средство к существованию. Вы любите комфорт, да, конечно же, вы любите и вкусно покушать, вы любите вообще комфорт дома, вы везде любите комфорт. Даже у кого вот есть машина, вы не будете ездить на каком-то там драндулете, да. Вы возьмете машину, ну пусть она будет не безумно дорогая, но это будет и внешне, она должна быть такая суперская, да, красивая даже внешне. Это даже если подержанная, допустим, машина, уже БУ, так скажем, все равно она должна выглядеть с иголочки, потому что вы сами и к себе очень требовательны, и требовательны, ну, ко всему, что вас окружает.
Вы человек, знаете, вот у меня всегда император почему-то ассоциируется с начальством. Вот вы и умеете руководить, вы даже в чем-то, ну, я не знаю, не то чтобы там кайф испытываете, но какое-то удовольствие получаете, да, особенно это касается работы, что, допустим, вы там людьми управляете, к вам прислушиваются, даже в каком-то смысле это повышает вашу самооценку еще больше. Вы такой человек вообще, что вот если вы что-то решили, вы окончательно и бесповоротно обжалованию не подлежит. Вы можете в своей жизни, конечно, чудить многое. Возможно, даже были ситуации, которые сейчас вы вспоминаете, ну, с каким-то сожалением, да, вот именно из-за этой черты характера, что вы что-то резко обрубили, какие-то отношения, может быть, обрубили, какие-то еще ситуации, да, ну, то есть вы резко, импульсивно как-то, может быть, под действием настроения, там, каких-то эмоций, да, действовали. А сейчас, вот уже спустя время, вы думаете, нужно было по-другому, нужно было, может быть, как-то иначе все сделать, да, и ситуация была бы иная. Далее, что еще нам расскажут? Ну, женщин, я, в принципе, в вашем сердце, вот если так честно, вот именно в сердце вашим женщин я не вижу сейчас. Давайте будем разбираться. Да, вы такой человек вообще и мастер на все руки. Вот у вас очень хорошая интуиция. Кстати, если бы вы занялись вот именно своими способностями, вы могли бы развить и эзотерические какие-то экстрасенсорные способности. Вы могли бы развить много чего. Но, во-первых, я думаю, у вас, скорее всего, нет времени, потому что вы человек довольно занятой. И это не потому, что вы там все до единого такие вот деловые начальники. Нет. Просто слишком много вы работаете. У вас слишком мало свободного времени. И просто иногда хочется банального отдыха. Вот просто поспать, полежать, да, отдохнуть от какой-то вот этой суеты. Вы вообще в душе, да, вам очень хочется встретить новую женщину, но то ли времени нет, да, у кого-то еще, кстати, вот не отболело, есть страхи, вот по девятке мечей у нас говорит о том, что у вас еще есть страхи после вашего разрушения, которое вы пережили. Вот как-то вы не торопитесь вступать в новые отношения. Плюс, конечно же, ваша интуиция, которая всегда на чеку, которая всегда вам подсказывает, знаете, как будто на ушко шепчет, что вот с этой не связывайся, она не такая, за которую себя выдает. Вы чувствуете женщин. Поэтому здесь, видите, ну, опять же, будет касаться у каждого индивидуально, у кого как проиграется. У кого-то это страх будет перед новыми отношениями, да, вот страх повторения всего, что вы пережили. У кого-то банально нет времени, хотя желание и есть, вот, потому что вы человек семейный. Император ведь должен для кого-то работать, да, для кого-то добывать свою добычу, для кого-то вкладываться, да. Это, ну, такой якорь ваш жизненный, вот семья. Давайте-ка теперь смотреть, с кем же у вас будет роман, да, с новой или с бывшей. Представляю, как некоторые напряглись, да. Итак, что же будет у вас за роман? Что за женщина пришла? Ух ты, вот это трэш. Так, взяли карвалольчик, валидольчик, у кого что есть. И смотрим, смотрите, что нам говорят карты. Ваша бывшая зазноба, опять же, это будет у кого как резонировать, да? Не может у всех под копирку быть. У некоторых из вас будет ситуация, когда ваша бывшая зазноба попытается подбивать к вам клинья. Причем это будет сделано очень так резко, очень неожиданно. То есть вы можете с ней даже не общаться, ну, какой-то период. И здесь она вдруг внезапно появляется. Спустя там месяцы какие-то, может быть, у кого-то спустя годы после того, как вы не общались. Она начнет к вам подбивать клинья в том плане, что
Вот, может быть, помиримся, да? Естественно, она не будет падать на колени и просить прощения. Она придумает какую-то хитрую уловку. Она будет под разными предлогами с вами общаться. У кого-то может проиграться, что через детей она как-то вот подлезать к вам будет, да? Может быть, там у нее, ну, типа что-то поломалось у нее, да? Типа там одолжи денежку. Ну, то есть вот эти все сказки про белого бычка она вам расскажет. С какой целью? Ну, какая цель может быть у королевы Пентаклей? Я думаю, кто уже смотрит Таро, знает, что королева Пентаклей – это женщина, которая любит красивую жизнь, которая любит все, что материальное, она любит деньги, все, что такое, знаете, как ворона, все, что блестит, вот она все это любит. Естественно, она к вам начнет подбивать клинья не для того, чтобы именно вас вернуть, там, жить с вами, потому что она любит вас, нет, потому что у нее сейчас нет тех финансовых возможностей. Вот у нас пятерочка пентаклей выпала. У нее сейчас денежек нет. У нее сейчас финансовые проблемы. Мужчины рядом тоже я у нее особо не вижу. Поэтому она и будет к вам подбивать клинья, чтобы зароманить. Между прочим, через постель она тоже попытается у кого-то из вас как-то вот подрулить. В таком состоянии, когда, может быть, вы будете, ну, знаете, так, под шофе немножечко, да, там, может быть, на праздник какой-то. Поэтому на Новый год будьте осторожны, чтобы она там никому ничего не подлила, не налила. Ну, то есть, чтобы не переборщить с горячительными напитками, а потом не оказаться в постели той, с кем не хотелось бы быть. Смотрите, это не та женщина, с которой будет роман. Можете не переживать. Это так маленькое вступление. Просто она будет тоже подбивать клинья. Она попытается и в постель залезть, и в ваши мысли залезть, и в вашу голову. Она такая дама, которая, ну, умеет манипулировать. Она умеет надавить на все рычаги, чтобы вами управлять. Естественно, она знает подход к вам, она знает все ваши слабые места, поэтому не поведитесь. Здесь чисто финансовые такие вот истории. Здесь нужны будете не вы по факту. Еще раз говорю, здесь нужны деньги от вас. Так, давайте-ка теперь смотреть дальше. А то я уже сама прям подумала, что, может быть, это с ней роман. Когда смотрю, нет, это не с ней будет роман. Это она будет пытаться с вами зароманить, но это не она. Так, это будет совершенно новая женщина. Она может, кстати, проиграться, как либо же она сама приезжая, либо знакомство с ней будет, когда вы куда-то поедете. У кого-то это командировки, у кого-то это работа может быть связана с поездками. Ну, то есть у кого как проиграется. А у кого-то действительно она, ну, не местная, скажем. Она когда-то, может быть, переехала в ваш город. Это женщина, с которой вы познакомитесь, она не будет финансово ориентированная. Вот как раз в отличие от вашей бывшей. Она сама довольно неплохо зарабатывает, хотя не скажу, что она богачка. Она так, ну, средняя, стабильно стоит на ногах. Она очень так, ну, скрупулезно к деньгам относится, к каким-то материальным вещам, потому что когда-то ей было финансово тяжело. Она знает, как это тяжело, когда нет денег, когда финансовые проблемы. Поэтому она никогда не будет тратить все направо и налево, а тем более тратить все до копеечки. С этой женщиной у вас будут, знаете, такие отношения. Я не скажу, что это сразу же пробьют там стрелы Амура. Но вот как-то с ней это будет настолько спокойно, комфортно. Это будут такие отношения, когда хочется быть вместе 24/7. Вот она с первой встречи, с первого взгляда, она привлечет вас. Ну, то ли это будет даже энергетически как-то, да, вот, ну, комфортно и все тебе с человеком. Вот очень часто бывает, что познакомишься с человеком, а такое ощущение, что ты всю жизнь его знаешь, да. Вот напишите, у кого было такое или нет. Это может быть даже по работе, ты просто познакомился, да, я не говорю сейчас именно о женщинах там.
Просто с чужим человеком ты общаешься, даже в очереди в магазине, и вы настолько находите общий язык, что как будто это твой лепший друг. Поэтому вот с самой первой встречи будет очень много комфортно. Знаете, вот даже ваша вот эта какая-то вспыльчивость, может быть, чрезмерная, она поуляжется. Вам не захочется повышать голос на эту женщину, потому что она сама такая, знаете, ну, обычно такие женщины могут, ну, так тихо разговаривать, спокойно разговаривать. Она не будет повышать голос, даже когда ей что-то не нравится. Чтобы она повысила голос, ну, это я не знаю, это, наверное, небо должно упасть, и камни с неба полететь, чтобы она повысила голос. Вы у нее, кстати, научитесь даже какому-то спокойствию, что ли. Если раньше вы такой активный, подвижный были, да, вот такой резкий, кардинальный, такой радикальные решения были, то здесь будет какое-то умиротворение, что ли. Вы как будто, знаете, как вирус от нее подхватите, вирус спокойствия. Вот даже от расклада, вы не представляете, идет такая спокойная, ровная энергетика. Я сейчас сама сижу, прям мурашки побежали, кайфую. Вот настолько такое умиротворение идет. Это ваша такая новая и таблетка от одиночества, и ваши новые успокоительные. Потому что вы человек горячий, вы человек активный, немножко так поприсядете, подуспокойтесь под действием вот этой вашей новой пассии, да. Смотрите, это будут красивые отношения, ровные. Но это будет любовь настоящая, вы влюбитесь. Естественно, это не с первого взгляда такая безумная любовь. Сразу у вас будет комфорт, вот как я только что вам объясняла. Дальше это будет все больше и больше по нарастающей. Вы заметите, что вы все чаще думаете об этой женщине. Вы заметите, что вас все больше к ней тянет. Плюс это будет вот как-то обоюдно. У вас это будет все настолько взаимно, все будет так ровно, красиво, такая спокойная любовь. Вот так, наверное, ну, самое правильное описание вот ваших чувств. Знаете, такую спокойную любовь, наверное, хотят испытать многие люди, ну, которым уже, ну, так хорошо за 40. Потому что это по молодости, да, вот вспомните. Все кипит, бурлит, ночами не спишь, с ума сходишь, да. А уже чем старше становишься, хочется уже какого-то спокойствия, да, умиротворения. Люди больше даже становятся домоседами, что ли. Либо же, если куда-то ходить, то только с семьей, либо же с любимой женщиной. Ну, понятно, иногда встречаться и компаниями, да, там на праздники, допустим. Но хочется уже какого-то постоянства. Эта женщина вам все это даст. Это женщина, с которой у вас будет даже не роман, а это будет уже любовь. А уже дальше, как вы решите, или это будут просто длительные отношения, или это будут, может быть, там гражданский брак, официальный брак, вы уже будете решать сами. Поэтому ждите, ребята, ваша новая любимая не за горами. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!